Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий в августе 2026. Что ожидает ваш знак Зодиака? Каков ключ к решению вашей, возможно, главной проблемы? Давайте с вами узнаем. И август будет поистине судьбоносным. Это происходит за счет того, что у нас коридор затмений. Вот представьте, 12 числа первое солнечное затмение в знаке Лев у нас происходит, а у нас сейчас и Юпитер в знаке Льва находится, планета, которую мы называем планетой большого счастья. Это, безусловно, возможности. И закончится этот коридор лунным затмением частичным в Рыбах, и это будет означать, что мы как раз очищаемся, освобождаемся от чего-то. Вишенка на торте, то, что между вот как раз в коридоре 18 числа происходит смена лунных узлов. Что это значит для вас, мои дорогие? Мысли ваши просто несутся быстрее обычного. А август с Ураном в вашем знаке и Марсом, подталкивающим вас словно, как минимум до 11 числа, наступит в атмосфере, которая полная искр, каких-то планов. Ваша природная любознательность здесь получит мощную подпитку, много контактов, есть чем заинтересоваться, возможно, кстати, и кем. Но, видимо, придется вот эти контакты или то, что вы хотели бы для себя осуществить. Возможно, возвращение, кстати, в этот период к идеям, но уже в каком-то новом ключе. Поэтому фильтровать как информацию придется, так и свои желания. Вот давайте я уже начала раскладывать цыганский старинный пасьянс. Это как событие начала августа. Какова прелюдия судьбоносного поворота в вашей жизни? Помним, до 12 августа это лишь как подготовка декораций. Смотрим, что у вас совпало. Откровенно говоря, пока не вижу, поэтому пойдем дальше. Для кого-то из вас может быть, с учетом планетарных транзитов, какая-то спонтанная поездка, какой-то спонтанный маршрут. Может быть, вы его не планировали, а здесь вы получите для себя такой, знаете, мощный порыв желания, что да, я хочу это осуществить. И, может быть, у вас какое-то предстоит очень захватывающее увлечение, общение. Одним словом, скучать вам будет некогда. И у вас выпадает, посмотрите, кольцо, прочный союз. Может быть, это какой-то союз, касается, кстати, прежней истории, которая уже как идея, может быть, и отношения к вам возвращаются вот именно в ином качестве. Что-то вы тут можете переделать, переиграть, передумать, может быть, задумать какую-то новую траекторию для себя движения, и вам все планеты в помощь. Единственное, что где-то нас предупреждают, да, как и транзиты, что, да, следовать нужно своему врожденному любопытству, но выбрать как будто что-то одно. Август предложит вам десятки направлений, поверьте. И вот еще одно направление. Явно тут есть какой-то важный союз, есть тут соглашение по документам, возможно, это вы будете отправляться по инстанциям. Открытая книга – это у нас учреждение. Причем разные. Это могут быть учреждения образования, это могут быть какие-то конторы, офисы, когда нам нужно получить какой-либо документ или получить согласование, прояснить что-то. Возможно, это вы будете подготовкой каких-то документов заниматься. А еще, смотрите, у вас выпадает бокал. Это гости. Либо к вам гости, либо вы к кому-то в гости можете засобираться. Я этого не исключаю. Итак, что еще нам расскажут карты пасьянса? Вообще, я должна сказать, что планетарно, да, нам тоже говорят, как будто может произойти какая-то очень важная встреча. Возможно, это у кого-то с тем человеком, которого вы уже знали. Но, может быть, это как новый план. У кого-то это может касаться работы, кстати, да, предложения. Может быть, это какой-то важный контакт. Почему я так говорю? А потому что вот именно через какую-то встречу у вас, потому как для вас август месяц – это именно контакты, это общение, коммуникация, мои дорогие.
Так вот, поворотный момент, это может быть связан с конкретным человеком или с какой-то вашей идеей, историей. Может быть, план какой-то такой очень увлекательный, который соединяет и ваше природное любопытство, и возможности. А возможно, это будет какой-то проект, который будет жить годами. Вот что-то подобное может проиграться, тем более и в нашем пасьянсе, как будто карты подтверждают. Посмотрите, выпадает. Кстати, это один из символов Меркурия, корабль. Это добрые перемены, мои дорогие, и исполнение желания. И рядышком у нас якорь, уверенность. Тут в чем-то вы будете уверены. Вы точно знаете, что какой-то проект у вас как проигрывается, в хорошем смысле, да, что этим стоит заниматься, этим стоит, ну или это стоит продолжать. Что-то тут у вас может быть такое интересное на долгий период времени. Якорь, и еще и смотрите, у вас два мощных символа, как и кольцо, это мы говорим союз, да, так и прочная связь, потому что узел. В нашем пасьянсе мы можем соединять те карты, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Вот сейчас мы с вами посмотрим, что мы тут можем еще соединить. Уже смотрю. Откровенно говоря, пока не вижу. Но даже этих значений, которые мы с вами рассмотрели, уже немало. Правда, мои дорогие близнецы? Что-то тут у вас, посмотрите, сама карта как перевернулась, и крест – это не что иное, как судьба. Действительно, какая-то история судьбоносная, может быть, это будет связано с каким-то вашим очень важным решением, или, как я говорила, встреча, тут что-то у вас идет по судьбе. Вот давайте узнаем. А для тех из вас, кому именно нужно решить какую-то главную проблему, вполне вероятно, эта проблема, она у вас как прояснится. Или так будут складываться обстоятельства, вы будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас, и контактам. Имеется в виду, может быть, это как и близкие люди, это могут быть контакты по вашей работе, роду занятости, по вашим интересам, да, тут через людей к вам приходят возможности, или то, что меняется у людей, каким-то образом может затрагивать и вашу жизнь. И здесь вы в зависимости от этого будете что-то передумывать, может быть, и менять собственные планы. Я, кстати, не исключаю, что это может быть какой-то такой импульс внутренний, да, инсайт, когда вы поймете, что, ох, вот нет, вот именно этим мне нужно заниматься, вот именно это мне принесет продвижение, или принесет какие-то бонусы, или просто есть желание что-то продолжать. Поэтому в зависимости от того, что вы будете чувствовать, вы будете выбирать вот эти ориентиры. Первая карта. Что нового придет в вашу жизнь, что нового придет на ваш порог в течение августа. И, может быть, это и есть какой-то поворотный момент или ключ. Мы откроем и узнаем. Кто проявит себя неожиданно, что не оставит вас равнодушным, что вы не сможете проигнорировать, а именно в это хочется включиться, этим хочется заниматься. Следующая карта. Что прояснится, какие дороги откроются перед близнецами. Что или кто изменит ваши планы. Чем запомнится август? Что нужно взять с собой в будущее из августа? Ну и карта совет, и к чему приготовиться. Вот давайте откроем первую карту. Мне даже любопытно, хоть я и не близнецы. Так что нового придет в вашу жизнь, что придет на ваш порог. А вы будете выбирать. Это именно ваш выбор. Причем это не тот выбор, который сложный. Нет. Ключи в ваших руках. Причем 33, если соединим 6. Как будто победа в каком-то деле вам обеспечена, мои дорогие близнецы. Но ключи, которыми мы или откроем, или закроем вот эту клетку. Для кого-то из вас это может быть какой-то вопрос все-таки любви. Это у нас колода Чаромаркетти, и внутри клетки у нас роза. Символ именно любви. Может быть, это какой-то вопрос, который по части отношений вам придется решать. Так что же это идет на ваш порог? Может быть, я не исключаю. Кому-то суждено новое знакомство. Может быть, какой-то вопрос, который касается вашего дома. Вот правда, тут могут быть как и гости, или вы кому-то будете торопиться, или засобираетесь внезапно, и это будет новый план. Это тоже будет какое-то новое решение. Я тут больше вижу, что это будет либо личная жизнь, либо это будут вопросы дома.
Так что же это такое? Что идет на ваш порог? И если мы говорили, ключ, правда? Туз Пентаклей – это всегда шанс, это возможность. И пусть это даже, ну, как прежняя какая-то история или прежний проект, но все равно это значит в каком-то новом качестве. Это уже видоизменено, но для этого вам нужно будет на это решиться. Или, может быть, если мы говорим о личной жизни, ну, видимо, так вот тоже не просто. Вы будете соединять не просто как только чувства, да, а вы тут что-то будете просчитывать, возможно, и по деньгам, возможно, и заниматься, кстати, вопросами дома. И мы говорим открытая книга учреждения, что-то согласовывать от начала и до конца. Ваш ключ в общении. И, в общем-то, я об этом даже говорила еще до карт, согласно планетарным транзитам. И, видимо, общение перед вами открывает совершенно новые дороги, новые возможности. Но вот задача – выбрать правильного партнера, того партнера, который надежный. Или выбрать какое-то, ну, может быть, как направление, но то направление, которое не на какой-то сиюсекундный интерес, а то, что будет продолжено дальше. И, по крайней мере, у кого из вас, может быть, я не исключаю, какая-то личная запутанная история. Помните, мои дорогие близнецы, ключи в ваших руках. Как вы захотите, именно так вы можете повернуть какую-то даже личную историю. Давайте откроем вторую карту. Кто же себя проявит неожиданно? Ну, по крайней мере, может и ситуация, которая проигнорировать не получится. А вот какая-то правда у вас, кстати, может открыться, и я должна сказать. Луна в рыбах вот как раз нам может открыть некоторые тайны. То, что было за 7 печатями. Или какая-то запутанная история, она все равно вот энергетически будет стремиться к прояснению. Здесь нам выпадает лиса, а лиса – это всегда какая-то хитрость. Вы можете сами, может быть, обнаружить, ну, по крайней мере, у кого-то из вас, допустим, услышали какую-то информацию и принимаете ее в том плане для себя как какой-то вывод. Вы можете заблуждаться, к примеру, о каком-то человеке, и, стало быть, эта тайна может касаться конкретной персоны. Но все-таки, что вас не оставит равнодушным? Здесь, если мы говорим просто лиса, ну, я могу допустить то, что мы можем злиться даже. А вы знаете, тут у кого-то может проиграться правда. Вы, к примеру, можете даже увидеть такой момент или грань в взаимоотношениях, что мною кто-то пытается манипулировать. Причем это могут быть родственники, далекие родственники. Может быть, это кто-то, как конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. А вот смотрите, 2 карты. Нет, тут, наверное, не все так однозначно. Вы знаете, тут может вот что проиграться. Какая-то история все-таки отношений. Опять же, опять коммуникация. Пусть это даже, к примеру, история по работе. Значит, по работе вы можете что-то узнать. Вы можете также что-то узнать по личной жизни. Вот именно на уровне, опять же, взаимоотношений, контактов, какая-то тема вас не оставит равнодушной. Но ведь для кого-то это лиса. Будьте внимательны, мои дорогие близнецы. Может быть, это ваша была какая-то тайна. И я тогда не исключаю, что и ваша тайна тоже может выйти наружу. Так а что это такое? Очень хочется поподробнее. Какая-то тема, которая касается денег. С чем это связано? Денег и работы. А вы победитель, мои дорогие. Вот смотрите, тут будет, может быть, нам уже показали. Вот, кстати, как король Пентаклей, точно так же и королева чаш. Это может свидетельствовать о людях именно близких. У кого-то это касается, может быть, и семьи. Может быть, вполне вероятно, какая-то чья-то история, может быть, о которой вы узнаете какую-то тайну. Не обязательно это касается лично вас. Может быть, это касается ваших родственников, может быть, и далеких, да, какого-то вашего окружения, тех людей, которые вхожи в дом. Вы о них тоже можете узнать какую-то тайну. Я тоже не исключаю. А может для кого-то и из вас быть такой поворот событий, и он не оставит не то что вас равнодушными, а вы не сможете это игнорировать именно потому, что вы видите какие-то взаимоотношения совершенно в новом ключе.
И вам только стоит захотеть. Вот почему, может быть, первая позиция, нам так подробно, да, говорили о какой-то больше личной истории или связанной с домом. И вот смотрите, тут вам какие-то контакты приносят как финансы буквально, так и, может быть, работу. У кого-то это может проиграться как решение вопросов по части работы и денег. Но самое главное, карта победителя. В той запутанной теме, которая у вас была, может быть, долгое время, ну, вы знаете, ни шатка, ни валка, и ни вперед, и ни назад. Она именно была как по лисе, без продвижения. Здесь это соответствует девятке треф, и это могла быть какая-то остановка, может быть, пауза какая-то была в отношениях. Может быть, сами отношения развивались, а какой-то вопрос оставался нерешенным. И, может быть, этот вопрос касается как раз документов, у кого-то даже так, документов или денег. Вот тут тоже вот такой вибрирующий, опять же, момент, но здесь вы к финалу можете что-то подвести. Именно август для вас складывает прояснение, как и для вас, какой-то информации или обстановки, или когда реально увидеть, ну, что есть для вас, к примеру, конкретные отношения, конкретный человек, как для вас в последующем отзовутся те решения, которые вы собираетесь принять. Тут вы все-таки с восьмеркой пентаклей вы можете что-то просчитать, но для кого-то из вас это может быть еще и история, которая, правда, может граничить с дополнительным доходом, получением дополнительного заработка пассивного. Для кого-то это может быть история, которая, как я уже говорила, работа на дому или какой-то новый творческий проект. Тогда будьте готовы, что этот проект получит очень хорошее развитие, потому что вы победитель. Тут именно ваши мысли, мои дорогие близнецы. Вот вы как будто даже из какой-то запутанной истории в августе сможете вот этот какой-то сложный узел, да, Гордиев распутать. И, может быть, я тоже не исключаю, это как какой-то компромисс, потому что все-таки первая карта леса. Но тогда вы точно знаете, зачем вам это нужно и какие действия, что от вас потребуется. В конечном итоге вы победитель. Следующая карта. Что прояснится и какие дороги откроются перед вами? Ну, дороги точно откроются. Карта всадник. Это тут нет каких-то, знаете, препонов. Тут только ваши желания, мои дорогие. Хотя я не исключаю. Тут ведь какое-то известие. Тут буквально почтальон, да? И, кстати, всадник – это тоже близко к вам. Как к Меркурию. Это и договоренности, это коммуникация, это какие-то известия, документы и дороги перемещения. Здесь, правда, может быть какая-то очень важная встреча, которая перед вами откроет не только новые перспективы, а вас вдохновит, мои дорогие близнецы. Ведь по этой карте нам как предлагают что-то хорошее. Или мы встречаем что-то чудесное, волшебное. Недаром это соответствует девятке червей. У кого-то проиграется именно как любовная история. История личных отношений. Может быть, и будет проясняться. Но какие дороги открываются? Тогда для вас, для вашей пары, может быть, открываются дороги. Или вы получаете какой-то документ, когда вы можете даже банально, вот именно какой-то из деловой сферы связанный вопрос решить, и вы останетесь все равно довольны. Вот правда, победителем как будто вот эту карту победителя вам не миновать. А если по части дорог, а нет для вас закрытых путей. В принципе, нам то же самое сказали карты пасьянса. Давайте узнаем, что или кто изменит ваши планы. Здесь могут быть некоторые заминки. Все-таки гора – это препятствие. Когда вы, может быть, и собирались осуществить какую-то поездку, будьте готовы, что могут меняться сроки, даты или само направление, как какой-то маршрут. Словно обойти нужно эту гору. Ну, давайте еще достанем карты, поясняющие, что или кто изменит ваши планы. Вы с чем-то определяетесь, это точно. Вам может не понравиться первый план, тогда вы будете второй и третий, возможно, рассматривать для того, чтобы обойти вот это препятствие. Ведь это гора всего лишь, это непреодолимое что-то. Потому что желание вот именно что-то продолжить у вас точно будет. Я тут больше вижу, что вы как внутренне с чем-то определяетесь. Причем этот выбор может быть, смотрите, не такой простой. У нас показано Анубис, вообще это карта саркофаг. Это как что-то завершается.
Возможно, некоторый выбор все-таки у вас будет. Решиться вам на что-то надо. Но это всегда подразумевает что-то прошлое. И нам Анубис, бог подземного мира, как будто говорит: я буду за твоим прошлым присматривать очень внимательно. Но тебе сейчас наступает время идти вперед. Поэтому вот этот выбор может быть для кого-то из вас не такой простой, но, видимо, вот с такой переосмыслением или с такой какой-то переоценкой, да, трансформацией. Вот без этого никак не обойдешься, потому как у кого-то банально может проигрываться через встречу, через какой-то контакт, а у кого-то это будет именно какое-то ваше, может быть, важное согласие, когда вам придется пересмотреть свои собственные планы или те планы, которые вы строили, может быть, еще пару месяцев тому назад, а вот здесь тоже придется переиграть. Почему? А потому что что-то на кону очень важное, именно через контакт, через какой-то союз. Ведь по этой карте кольцо, да, мы с вами говорили, и у вас ведь кольцо уже выпадало, мои дорогие. 2 кольца, вот считайте, что в 2 разных колодах у вас выпадает один символ. Это связь какая-то прочная, которую невозможно разрушить. Но есть то в этом контакте, в этой связи или в этом союзе, что как будто просится пересмотреть. Есть то, что мешает, вот как эта гора, и, видимо, в некоторые темы, в некоторые вопросы вам нужно внести ясность. Кто или что изменит ваши планы? Вы сами их будете менять. По сути, ведь эта карта ваша. И пусть не в этой колоде, это у нас колода Таро Евы. И автор колоды доктор. Мне очень нравится эта колода. И вот здесь нам изображен человек, которому, да, подвластно все. Но в классических некоторых колодах у нас будет знак Меркурия в левом верхнем углу, а в правом верхнем углу либо знак Близнецы, либо одновременно Близнецы и Дева. По сути дела, 2 знака, которые управляются именно Меркурием. Ну, кто знает, может быть, это в вашей жизни даже есть человек, который рожден так же, как и вы, под знаком зодиака Близнецы или Дева, или имеет там асцендент, может и не знать, может быть и по Луне, кто знает. Да, но я тут вижу, это вы сами все-таки, что или кто изменит ваши планы. А потому что у вас меняется как видение какой-то траектории. И, может быть, какие-то контакты появляются. Или вы узнаете какую-то новость, тайну. И знаете, как все встает на свои места. Кто или что изменит ваши планы. У кого-то из вас может проиграться банально, если мы говорим о работе. Желание заработать больше денег, 5 пентаклей. Может быть прекрасное желание. Деньги – один из способов взаимодействия с миром. И, может быть, вы понимаете, что да, вот именно дополнительный доход все-таки в наше сложное время был бы очень даже кстати. И вы будете приступать к какому-то проекту. Но здесь в этой карте еще всегда присутствует как отсутствие взаимопонимания. Или какие-то прежние договоренности, но они еще не перешли в надежные договоренности. И вот это именно карта гора может символизировать, что вам придется какой-то очень важный разговор проводить с человеком на откровенность, на чистоту. И где-то тема будет касаться и денег, и взаимопонимания, и как планов на будущее. Но как будто обязательно нужно проговорить или вдвоем, может быть, решить то, что уже вы продолжать не будете. Вот тут 2 мне все-таки видится так. И это, конечно, ситуация может быть и с работой связана, но почему нет? Иногда денежная тема встает во главу угла даже в семейных, в личных вопросах. Да, какая-то история. Посмотрите, вот мне нравится, как колет барон Рид. Называет 10 перьев, ну или 10 мечей. Изящное завершение. И здесь как будто образ, да, у нас показан человек, который, гипертермия. И мы знаем, когда мы температурим, нам всегда абы что кажется. Или какое-то, такое сложное состояние, если действительно гипертермия высокая. То есть искаженное какое-то сопровождает болезненное состояние, искаженное восприятие. Вот поэтому не должно быть чего-то искаженного. Тут все нужно расставить по местам. Я тут вижу у вас какой-то волшебный союз, но есть темы, которые нужно проговорить, именно, может быть, с глазу на глаз или глядя друг другу в глаза, чтобы понимать, да, нужно понимать, потому что из каких-то, может быть, последующих ваших направлений
что-то вы оставите для себя, да, в пользу, или что-то вы будете развивать. Но существует это точно то, что мы, ну, как расчистить себе должны пространство, чтобы не было хаоса ни в нашем сознании, ни в нашей жизни. Для кого-то из вас это будет тот период, может быть, даже кратковременный отдых, или когда у вас будет такая возможность именно остаться, может быть, один на один, что-то обдумать, потому что 4 перьев или 4 мечей мы приводим мысли в порядок. Кто-то иногда по этой карте приводит дом в порядок, очищает, да, может быть, от ненужных вещей, устаревшего чего-то, выбрасывает. То есть, одним словом, где-то порядок в жизни, как и в контактах, так и, может быть, в работе, так и буквально ваше семейное гнездышко или ваше место жительства. Что-то вы тут можете улучшать, передумывать, от чего-то отказываться. Но так или иначе близнецы делают для себя пространство комфортней, удобней, а людей более таких надежных, кому вы доверяете, чтобы они были ближе к вам. Может быть, у вас множество знакомых и множество контактов, но не каждому суждено в нашей жизни стать чем-то важным. Многим суждено остаться словно прохожими, пришел и ушел. Ну, правда? Если вы хотите решить какую-то финансовую ситуацию, то вам как высшие силы в помощь. Иногда мы называем 6 пентаклей помощь высших сил. А кроме того, это карта финансового успеха. Тут есть какой-то союз, который вам может принести не только вдохновение, но и буквально финансовый достаток. Поэтому есть тот контакт, который, ну, на мой взгляд, определенно должен быть продолжен. Давайте мы узнаем, чем запомнится вам август, что нужно взять с собой в будущее. Вот правда, что вам нужно взять с собой в будущее? Шикарно. Карта дерева, и у нас здесь древо сферот. Это полный баланс. Может быть, и стоит вам в августе с чем-то, правда, четко определиться. Не просто, ну, как интерес, а максимально то, что имеет значение, имеет как какое-то основание, имеет базис. И это может касаться как и работы, вопросы, несомненно, которые связаны с домом. Может быть, кто-то задумается впервые о переезде, или вы задумаетесь о том, что а неплохо было бы, может быть, в одном месте продать, в другом купить. Вот, кстати, тут финансовая такая история нам показывалась. И, может быть, кто-то как раз, вот это леса, например, да? И у нас ведь это 2-я позиция, вопрос стоял, кто проявит себя неожиданно. Вот я не сказала, а вот сейчас я задумалась, да, когда мы достали именно эту карту. Говоря о том, что купить, продать, да, или поменять жилище. Может быть, вы уже обращались к какому-то риэлтору или в какие-то конторы, организации. Опять же, мы с вами уже об этом говорили. И вот здесь вы поймете, что как меня водили за нос, а на самом деле ничего не сделали. А может быть, вы уже ожидали несколько месяцев, да? Может быть, давно вы, правда, именно занимаетесь тем, что вы хотите сменить место жительства. И обратившись к кому-то, в какой-то офис, да, к риэлторам, вы были уверены, ну, раз люди взяли это в дело, значит, они этим занимаются. И вдруг вы можете узнать, что нет, никто не занимается. Это положено в долгий ящик, и тогда вы как будто устремитесь вперед, вы можете это дело продвинуть. Нет для вас ничего невозможного, даже какая-то запутанная история для вас. Ну, как вовремя вы получаете информацию, что да, нужно действовать прямо сейчас. Ну, так что же вы возьмете все-таки с собой в будущее туз чаш, вы останетесь довольны. Мало того, что вы победители, так и туз чаш, это, конечно, любовь в первую очередь. Это радость, это счастье, это взаимопонимание. Это вообще, когда у нас складываются так обстоятельства, когда нас не просто что-то вдохновляет, а еще и одновременно, помимо вдохновения, мы что-то с чем-то остаемся, да, в нашем материальном мире. И поэтому здесь ведь больше материальное все-таки по этой карте, да. Это то, что, как и семья, может быть, это наши дети, это наш дом, как я уже говорила. Но, может быть, это у кого-то история любви с учетом туза чаш, может быть, история выбора по части партнера или история выбора по части места проживания или траектории какого-то союза.
вашей пары или, может быть, и вашей семьи. Вот здесь все может вот так вот переплетаться. Давайте достанем следующую, к чему приготовиться, ну и как карта совет. Вот интересно. Хоть изображены калы, вообще это в классической колоде называется лилия. Но неважно, смысл один. И Чаромаркетти изобразил и лилии, живые цветы, и витраж. Повторяют друг друга. Вот какая-то у вас двойственная ситуация, положение, которое, может быть, сложилось уже на начало августа. Возможно, это с работой, у кого-то с личной жизнью, у кого-то и то, и другое. И я тут вижу, что одну, как минимум, тему, может быть, это касается дома и жизни личной, вы можете прояснить в августе. Но что-то как будто перейдет, да? Тут придется как и что-то согласовывать. Как вот эти откровенные разговоры, опять же, двойственность, знакомая история, не совсем тут что-то новое, как будто это будет продолжаться. И, скорее всего, тут правда, ключи в ваших руках, потому что королю пик это соответствует, или королю мечей эта карта, и это какое-то рациональное решение. Вам придется принимать, причем, как и в августе, все карты нам об этом, так еще и осенью, то есть это перейдет на последующие месяцы. Давайте достанем дополнительную карту. К чему приготовиться? Нечего добавить, мои дорогие. На кону ваше солнце. Это карта выбора правильного направления. А еще это 6-8 месяцев. 6-8 месяцев активной работы. Может быть, у кого-то активной учебы, активного развития взаимоотношений. Или когда вы будете активно заниматься каким-то проектом. Или что-то изучать, пробовать. Да? Ну вот именно вы достигать чего-то будете. Но именно в августе это направление вам придется выбрать. На чем-то одном, очень важном остановиться. И, безусловно, карта Солнца – это карта исполнения наших желаний. А еще это карта ясности. Поэтому, если какие-то истории были запутанные, вот к чему приготовиться, пусть будем реалистами, всегда к этому призываю, но не все вопросы решатся еще в августе. Но тогда шаг за шагом, в течение, может быть, осени. Ясности будет явно больше. Какие-то ваши желания продолжат исполняться, мои дорогие близнецы. Поэтому Солнце вам как будто указывает путь, ваш путь вперед. И правда, весь 2026 год вы вот именно как удачливый знак зодиака. Самое время взять свою мечту или на что-то решиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, и у меня уже опубликован астрологический прогноз на август. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.